Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Вы очень просили, тем более, что 15 число июня нужно поговорить с Фикретом Шабановым. И вот он со мной на связи. Фикрет, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Приветствую вас и ваших зрителей. 15 июня – это вот как некая отправная точка того момента, когда уже будет ясно, как поделится мир. Что мы можем сделать по итогу вот этого раздела, который начался, ну, собственно, весной, перед весной, о котором вы говорили неоднократно? Чем ознаменован этот период, который начинается сейчас в международном плане, в глобальном плане? Ну вот Блинкен рвется в Китай. Ничего не понятно как и что, но это будет финальная точка. Разрешите немножко сделаем экскурс. Значит, с прошлого года, в августе, в моем первом интервью в украинских СМИ я сказал о том, что ориентировочно, кстати, и на вашем канале тоже я повторил, в конце февраля, максимум, начало 15 до 15 марта будет начало раздела мира. И у нас в конце февраля Китай выступил с инициативой мирного плана по войне на территории Украины, не называя, что Россия агрессор. Вторая часть. Руководитель Китая 20 марта посетил Москву, где очень долго обсуждал, 3 дня обсуждал с Путиным возможности раздела или перекройки границ в Европе, я это буду называть, не только Украина, а Россия, в Европе. И в прошлом же году, в сентябре, в октябре было заверено, что господин Блинкен согласует с помощником Си Цзиньпиня о визите и встрече на высшем уровне в начале июня господина Байдена и господина Си Цзиньпиня. И о том, что к этому моменту они будут готовы со своими программами, со своими проектами раздела мира. Раздел мира – это не только Украина, это и Тайвань, это и Восток, это и Евразия. Там много моментов, на которых они решили, грубо говоря, побряться своими мускулами. И кто имеет больше ресурсы, не только ресурсы в своих странах, но еще ресурсы на земле, в Украине, в Евразии, на Востоке, и за счет своих прокси-ресурсов выторговать или выбить для себя более льготные положения. К нашему большому сожалению, последние 2 месяца неоднократно господин Блинкен пытался встречаться или совершить визит в Китай для того, чтобы начать процесс согласовывания раздела мира. Но, к моему большому сожалению, именно тайваньская проблематика, которая является прямой национальной угрозой США, а не Украина, не Евразия, а именно Тайвань, является прямой национальной угрозой США, не давала возможность сближению позиций. И, по-моему, это третье анонсированное заявление о том, что Блинкен посетит Китай, оно, как говорят, по-моему, где-то в фильме говорят, наконец-то состоялось. Или революция свершилась. Так вся ситуация здесь параллельно в чем заключается? Ведь господин Блинкен после посещения Пекина посетит Лондон. В начале следующего месяца должен Пекин посетить глава МИД Лондон. С 21 по 23 число посетит Францию и Германию премьер-министр Китая. Это, то есть, процессы, которые говорят о том, что они сейчас начинают очерчивать себе красные линии. Это не проект мирного соглашения по разделу мира. Почему я так думаю? Потому что если, в принципе, перемирие, не мир, перемирие в Украине, оно будет достигнуто, то оно будет достигнуто, ответственность на которую, в моем понимании, будет в большинстве своем возложена на Европу, на Ватикан. Для чего это делается? Дело в том, что нужно заморозить войну в Украине. Украинская война должна послужить также спекулятивно на выборах в Европе. В Лондоне будут выборы, в США будут выборы. Я не могу ошибиться по дате. В Германии будут выборы, во Франции будут выборы. То есть эти столицы государств или центры принятия решений, они вступают в фазу внутриполитической борьбы. Вот для того, чтобы
продолжать делить мир, им нужен тайм-аут. Вот этот тайм-аут, это заморозка вот этой, так скажем, вот этого военного конфликта в Украине. Я думаю, что господин Блинкен, это мое мнение, будет в Китае договариваться о красных линиях, в первую очередь по Тайваню, потом по Украине. Премьер-министр Китая будет летать в Европу и договариваться в первую очередь об Украине, а потом Тайване. То, что находится непосредственно и является угрозой национальным интересам этих государств. Что же у нас происходит с Китаем? Ну, мы понимаем, что происходит в США. Он вступает в предвыборную фазу. С 1 октября начинается новый финансовый год. То есть здесь много вопросов, как будет с финансированием Украины. Специально выделили 2 миллиарда, но они вам сейчас их не дадут. Вот на этот период, 1 октября, я не знаю, 1 ноября, 1 декабря, они будут помогать Украине из этих 2 миллиардов, которые уже выделили. То есть для этого нет необходимости проходить определенные процедурные вещи. В США приняли закон, закон называется об оккупации агрессии. Он будет проецироваться на захват, если Китай будет захват Тайваня. Для чего? Создается юридическая база для того, чтобы в дальнейшем наложить все экономические эмбарго на Китай. И вычленение его из мировой экономики, то, что они сейчас сделали через Украину с Россией. И фактически разрушили связь России с Германией. Я повторюсь, украинская война, она в американских аналитических центрах называется «германский вопрос». То есть на Западе, в саксонском мире всегда опасались дешевых энергоресурсов и развитой промышленности, экономики Европы. То есть здесь локомотив – это Германия. И вот если бы дешевое сырье России и промышленность Германии соединились, то возможно было бы получить еще и российско-германский аншлюз, союз. И вот этот союз, он угрожал интересам Великобритании. Вот чтобы этого не допустить, необходимо было, чтобы Германия сделала свой выбор. То есть она попала в зависимость от энергоресурсов. Сперва ее решили энергоресурсов, потом ее завязали на длительные контракты, значит, СПГ американские. Вчера Германия объявила о своей национальной доктрине, которым первым врагом указана Россия. То есть фактически поверхностные результаты, которые мы можем проследить в общественных социальных СМИ, мы уже определили, что они относительно достигнуты. Но не по максимуму, потому что это нужно замораживать. Это нельзя, Украина победит, Россия оккупирует, нужно замораживать. Второй вопрос, самый глобальный. Почему Америка сейчас, ввиду того, что все время Китай отфутболивает американские предложения, почему Америка решила сейчас выжидать и не говорить о мире? Китая. Америка ждет того, что происходит в Китае. В Китае начинается глобальная китайская, а потом она охватит мир, глобальная рецессия. Дело в том, что если мы сейчас проанализируем за 2022 год инвестиции в венчурный бизнес, то, что мы говорим, что Китай в плане технологий самая передовая и быстро развивающая страна. Вот венчурный бизнес – это свободные деньги в ноу-хау. На 8% упали. Посчитайте экономику Китая 6 триллионов и 8%. Это какие деньги? Цены на промышленные товары падают 8-й месяц подряд из-за низкого спроса. То есть у людей нет денег купить, я не знаю, пылесос, кофемолку и так далее. Самым главным локомотивом экономики Китая является девелоперский кризис. То есть цены на жилье не растут. Многие регионы Китая официально торговали землями под проекты девелоперов, и на этом они выполняли свои обязательства, там зарплата, пенсии и так далее, и так далее. Теперь они не продают, развития строительства нету, и мы ожидаем частичный дефолт регионов. Эти процессы начнутся в Китае сентябрь-октябрь. Дальше. Торговля между Китаем и США сокращается 5-й месяц. И вот за 5-й месяц она сократилась на 12%. И самое главное, если разделить 12% за 5 месяцев, то мы увидим, что скорость падения, она уже катастрофическая. С Евросоюзом падение торговли за последние 4 месяца упало на 3,7%. То есть в итоге Китай потерял 200 миллиардов долларов. И он на пороге большой рецессии. Теперь мы с вами должны ответить, а что будет? В Китае в октябре будет съезд коммунистической партии.
где господин Си Цзиньпинь должен сдать отчет своим партийным, так скажем, друзьям, куда он вел страну, чего добился и какие результаты. Сейчас Китай становится на порог большой безработицы, больших внутренних колебаний. Регионы, когда не смогут выполнять свои финансовые обязательства, то есть зарплата, пенсии и так далее, не сможет выдавать, мы должны понимать, что происходит. С 2019 года впервые, тоже конец сентября, начало октября, Китай будет проводить большую глобальную конференцию по так называемому шелковому пути. Украинская война, германский вопрос отрезал самую дешевую дорогу через Украину на Европу китайским товарам, которые проходили через Россию. Экономические потери по истечении года, там, полторы, уже Китай начал на себя ощущать. Вот если мы возьмем цифру приблизительно 2010 год и сейчас, мы увидим, что экспорт китайских товаров в США составлял 70 с чем-то процентов. Сейчас он упал на 50%. И самым крупным экспортером своей продукции в США, знаете, кто стал? Мексика, которая заменила Китай. То есть я хочу сказать, американская экономика равно удаляется от китайской экономики, и потихоньку она создает ситуацию, когда фактически она ее вычленит из своей экономики. Естественно, потом начнет степ-бай-степ выключать из экономики Вьетнама, Филиппин, Южной Кореи, предположим, Австралии, Канады и так далее, и так далее. То есть этот процесс, он уже необратим. Тут вопрос во времени. И вот чтобы достичь и этих результатов, нужно украинскую войну сейчас заморозить. Когда эти процессы достигнут пика, сдавливать его со всех фронтов, перерезая энергетические коридоры через Центральную Азию, это на Пакистан, где у Китая есть порт, решить вопрос с Казахстаном, с Туркменистаном, где она имеет железнодорожные и сухопутные границы на Иран и на Азербайджан, их перекрывать. Ну и, естественно, вопрос с Ираном, потому что в Иране, через Иран, через Персидский залив, они все-таки через Турцию что-то проводят. Но в глобальном плане у них пока более-менее дееспособна эта железная дорога через Казахстан на Азербайджан. Поэтому мы сейчас можем констатировать то, что оба лидера не хотят делить мир. И здесь появился один нюанс. А месяц назад один из руководителей США заявил, что в мире 3 центра власти. Россия, Китай и США. А ведь год назад России там не было в списке. Это о чем нам сигнализирует? О том, что при смене режима в России, который скоро будет, при смене режима в России мы можем с новым руководителем России договориться, признавая ее дипломатически себе равным в борьбе против Китая. Почему? Мы западные цивилизации, а они не наша цивилизация. И вот так как Россия себя пыталась всю свою историю показать, что она западная страна, она часть западной культуры, западная цивилизация, ей удобно войти в этот американский проект против Китая. Естественно, в обмен на какие-то экономические, политические и, возможно, другие преференции в плане личной для элиты. Потому что есть замороженные счета, арестованные яхты, арестованные виллы. То есть как будут вестись переговоры или общение, я немножко, так скажем, далек от этих вещей. Но логика такая. То есть раздел мира как таковой, который должен был состояться, его не хотят, не принимают и чертят условные линии, ну вот физическим путем, экономическим путем. Но мы же не можем, продолжая вот эту глобальную тему, потом перейдем к Украине непосредственно, не можем же мы отвергать достаточно серьезные проблемы в самой экономике Соединенных Штатов Америки. Выступил глава ФРС, выступила Джанет Йеллен, министр финансов. Инфляции не избежать, учетные ставки, ну, как бы понижать смысла нет. И вот эта валютная турбулентность в Америке не знают, как с ней справляться. Если вы разрешите, я немножко... Мне почему-то это вызывает спор, юмор. Объясню почему. Дело в том, что правильно, я бы на их месте повысил бы еще ставки. Почему? Все деньги мира, то есть где доллар находится, они должны вернуться домой.
Когда ты вымываешь из казны всех людей государств деньги, которые возвращаются домой, потому что выгодно вкладывать в экономику США, то есть ты фактически становишься не надутым мыльным пузырем, а надутым денежным мешком. Это первое. То, что касается, значит, что делать Америке, внутренняя инфляция и так далее. Так, ведь 8 числа было подписано, то есть в 2021 году Борис Джонсон подписал Атлантическую хартию, 8 числа господин Сунак подписал Атлантическую декларацию. Если мы вернемся к истории, что означает этот документ, в 1941 году была подписана Атлантическая хартия между Великобританией и США, по которому Великобритания становилась младшим братом или младшим партнером США. На авансцену выходил США. И после этой Атлантической хартии стало появляться, там 2 пункта, посвящено новым правилам мироустройства. Появилась ООН. И Советский Союз тоже присоединился к этой хартии. Об этом более подробно. У меня есть 3-часовой монолог на моем YouTube-канале. Люди могут поинтересоваться. Лишнее время у господина Шелеста не хочу я занимать. Но здесь формируется главный фактор. Они формируют единый рынок одного народа, 5 государств. То есть саксонский мир. Раз, Великобритания, США, Австралия, Новая Зеландия и Канада. Они создают, сейчас уже практически подписали декларации, работают межправительственные комиссии, они создают единый свой рынок. Вот те угрозы экономического характера, создания внутреннего, так скажем, национализма, когда они защищают свой собственный рынок и ведут войну в экономическом плане с другими суперсилами, чтобы уберечь свою страну от колебаний, от инфляции и от экономических проблем, они создают свой англосаксонский единый рынок. Это раз. Второй, так скажем, государства второго уровня, которые будут с ними сотрудничать. Формируется другой кластер, например, Индия, Япония, Южная Корея. Они тоже через разные организации, например, Совет Четырех. Это тоже вот организация экономическая, там уже Индия есть в этом присутствует. Есть разведывательные организации, предположим, AUKUS, 5 глаз. Они выстраивают конструкцию. Это мы здесь не знаем, не читаем или не обращаем внимания. Они реально серьезно занимаются спасением саксонского мира. И самое главное, то, что мы упускаем из вида, создается панрегион. То есть пан – это, условно говоря, группа государств, связанных по каким-то причинам. Ну, например, у саксов это, возьмем за основу английский язык. Я условно говорю. Там причины другие и много. Но англоязычные народы, они объединяются вокруг Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии и Канады. На подхвате или в качестве спарринг-партнеров у нас Южная Корея и так далее. Создается большой рынок, создается крупная военно-политическая держава и, самое главное, высокотехнологическая держава. Потому что будущая война – это война технологий, война знаний. Кто в технологиях знания будет на первом месте, тот и станет хозяином земного шара. Поэтому я не думаю, что вот эти экономики, государств, которые я озвучил, и в том числе Индия, Китай сможет их победить. А так как Китай потихоньку начинает отрезать от мировых рынков и перерезать им кислород, интеграции с рынками сбыта, например, как с Европой, я думаю, что вопрос внутренней дестабилизации Китая не за горами. Условно, конец 25-го, начало 26-го года мы увидим дестабилизационные колебания в Китае. Это уйгурский вопрос, это вопрос внутренней Монголии, это вопрос китайцев-мусульман, дунгань их называют. Это вопрос между династиями Китая, Хан и Цинь. Внутренние проблемы есть. То есть очень много проблем, когда денег нету, родной брат с братом дерется. Понимаете? То есть эту ситуацию в политике так создают, что, предположим, любое бандитское государство, даже возьмем Россию, почему элиты держатся за Путина или продолжают эту политику? Потому что есть деньги, которые они получают, ресурсы. Как вот закончатся деньги, элиты не будут поддерживать. Это еще одна политика Сакса. Кстати, в доктрине глобальная Великобритания или Great Britain заложен принцип. Я хочу, чтобы украинцы услышали. Как думают саксы? Они говорят, Россию победить военным путем нельзя. Ее можно экономически уничтожить. Что мы и будем делать? Мы должны положить конец ее желанию оттяпывать чужие территории, устанавливать свои правила и перерезать все ее щупальца.
в том числе и на Кавказе. Доктрина Великобритании до 30-го года. Теперь, внимание, это касается Украины. Первый ее приоритет или наиглавнейший – это Причерноморье, Черное море и Кавказ. Вот чем они будут заниматься. И вот по Атлантической декларации было определено, что главным в Европе, в этом союзе 5 государств, будет Великобритания. Ее слово, остальные 4 страны будут ей подчиняться или притворять ту политику, которую она проводит в Европе. Ее партнером становится Германия, то, чего они добились. Поэтому мы только в начале пути. И сейчас все впадают в вот эту вот предвыборную гонку. Нужно заморозить конфликт. Нет необходимости продолжать. А вот заморозить инструментов много. Просто Новый год, новый финансовый год, мы вам больше ничего не можем дать. Или садитесь за стол и подписывайте вот это промежуточное соглашение, или, в принципе, инструментов много. Предположим, господин Путин, вот на этом фронте у нас есть разведданные, у украинцев ничего нету, давайте прорывайте фронт. Ведь кроме того, что простой украинский солдат делает на войне в окопах, вы же еще получаете самую современную технологическую информацию со спутников США. Это тоже вам помогает. А если вас от нее отрежут? То есть я хочу сказать, поймите, вот если мы видим паутину, мир таков. Нельзя просто сказать и обрубить: я не хочу или я не буду. Мы сразу должны понимать, как это аукнется. Вот чтобы в этой паутине выжить, надо выстраивать самодостаточную экономику, надо выстраивать самую лучшую армию, потому что сила права закончилась. Сейчас войны будут, и на Ближнем Востоке тоже. Называется Большая Восточная война. Сейчас право сильного. И украинцы должны понять, чтобы сохраниться как государство, как страна, как нация, она должна быть сильная. И сила – это не сила права, а право сильного. Пока кто-то сильный, он будет устанавливать свои правила. К сожалению, до 30-го года, до конца переформатирования вот этого промежуточного этапа, все будут жить в этой плоскости. Например, пример для вас Азербайджан. Война-то закончилась, но Азербайджан увеличивает свой военный бюджет. Даже вот полгода прошло, опять увеличили. Продолжают закупать современное вооружение. Для чего? Мы все понимаем, что перед вызовом. И здесь ключевая фраза, я хочу, чтобы Александр в Украине тоже поняли. В нашем случае, то есть я имею в виду форму государственного устройства, историческая личность имеет важное значение, и в том числе господин Алиев. Именно его решение дало возможность стране победить. Именно его стратегия, его команды определила четкий путь, куда мы идем и как развиваемся. Он положительный, он прогрессивный. Так как у вас другая форма, выборная форма, я имею в виду в том отношении, что люди немножко по-другому устроены у вас, нежели чем у нас, вы должны определиться в выборе своей элиты. Или у вас должна быть доктрина, куда вы идете, или назначьте, грубо говоря, диктатора, который будет вас вести куда-то. Потому что жить утром, например, во Львове, вечером в Одессе, ночью в Киеве, так скажем, в обед, еще не знаю, полдник в Кремле, не знаю, перед ужином во Франции, вы должны собраться, что у вас Киев есть, и вы украинцы. А все остальное – это ваши соседи. То есть я думаю, что вот этот психологический портрет, внутренний институциональный украинского общества, он должен вас подвинуть к тому, что или вы, или вас. Вы на грани этого. Я не нагоняю истерику. Но неужели вы не понимаете, как манипулировать? До сих пор украинцы, я в том числе, не могу понять, у вас контрнаступление или просто вы проверяете, где слабые стороны российской армии, чтобы пробить фронт? Только Понимаете? хотел об этом спросить. Особенно нельзя так манипулировать народами. Особенно ввиду средств массовой информации западных, которые раскладывают, я употребляю это слово, смакуют, оно, наверное, не совсем корректное, но, скажем так, предоставляют своим читателям массу подробностей об украинских потерях, о том, что нам удастся, а что не удастся. Возникает главный вопрос, на чьей стороне, грубо говоря, они играют, и, собственно, что происходит сейчас. Потому что понятные там у нас голоса, которые говорят, что вот смотрите, как можно наступать без самолетов, а дайте нам хотя бы австралийские F-18 списанные,
Рамштайн сегодня, Резников поехал, обнимается, за руку держит Ллойда Остина, обсуждают ПВО, опять-таки самолеты, а наступление вроде бы как уже идет. И Запад пишет, что достаточно такое масштабное, правда, малоуспешное пока что. У нас на официальном уровне в Киеве тишина, наверное, это самый лучший выбор. Но вот это наступление, Фикрет, все по-разному говорят. Это главный решающий бой, последний бой в какой-то фазе, да, вот этой войны. Или это будет очень долго и, так, знаете, как если развернуться, да, развернули местами, да, вот эти направления, то россияне шли долго и пытались продвинуться вперед. Теперь черед украинцев. Вы знаете, Александр, во-первых, то, что смакуют и пишут, я думаю, что у них на это есть достаточно объективная информация. Она определяется наличием знаний всей той техники, которая вам передана, ее техническими возможностями. Условно говоря, дали двуствольную винтовку и дали, предположим, какой-то пулемет. Мы же понимаем, в этой войне пулемет или двустволка победит. То есть, условно, это первое. Почему они об этом говорят? Я считаю, что идет информационная война против Украины. Она направлена на то, чтобы вы сели за стол переговоров. Это второе мое мнение. Это война, последняя ли битва? Я скажу по-другому. Я уже говорил на одном украинском канале. Война – это бизнес. И на Западе вы думаете так: мы в вас вложились, мы достигли своих целей. Ребята, заканчивайте шухер. Все, садитесь за стол, а через годик, через 2, через 5, когда нам приспичит, мы опять вложимся, мы опять начнем. Это примитивная западная психология, она так и работает. Я думаю, что это то, что ваши отмалчиваются, они пытаются сохранить свою власть. И еще проецируют на то, чтобы, возможно, когда начнутся большие политические передряги, то есть у вас выборы осенью, президентские выборы весной, там как быть. И, наверное, последнее. Ведь, предположим, секретный план Папы Ватикана не публикует же у вас, а китайский план опубликован. А ведь когда-нибудь это станет ясным для народа, и нужно будет нести ответственность, о чем мы договаривались, на что согласились. Очень много вещей есть, которые держат тут украинского народа. Есть вещи, я не военный специалист. Может быть, в плане того, что вы воюющая страна, так и надо, я за. Но я думаю, что в любой форме, как минимум, общество нельзя обманывать. Нельзя обществом манипулировать. Или наступаем, или не наступаем. Ведем войну. И я думаю, что это на этом этапе, вот последняя вот эта карусель, это последняя карусель. Потому что осенью должно быть принято решение в Китае. Будет ли это в сентябре, будет ли в октябре. Потому что съезд Компартии должен определиться. За стол по разделу мира не садится Китай, а не США. Китай всем отказывает, всех отсылает. Вот он сделал свое предложение, он прощупал почву, теперь он пытается выгодно для себя ухватить. Вы знаете, китайцам американцы предложили контроль мира так: 25% плюс 1. Китайцы говорят: нет, мы хотим 50% плюс 1. И как вы думаете, США на это согласится? Слово 50 – это регионы, это Ирак, это, я не знаю, Иран и так далее. У них глобальное понимание. Мир – это глобальный. Там никто не интересуется про Папуа-Новую Гвинею. То, что представляет для них ликвидный товар – нефть, золото, драгметаллы, там стратегический какое-то сырье. Об этих странах разговор идет. И, конечно, о коммуникациях. Вот исходя из этой концепции, я думаю, что к осени должно быть какое-то понимание, потому что самый предел черты – это ядерный удар. Вот они сейчас повышают ставки. Поэтому ваша война, она должна быть на этом промежуточном этапе. Это одна единственная, вот это наступление, не наступление. И я думаю, на нынешнем этапе это наступление, это является инструментом, на каких условиях вас посадят за стол переговоров. Секрет. Тут, опять-таки, очень удивительно было наблюдать, как на достаточно шокирующее глобальное событие уничтожения Каховской ГЭС отреагировали на Западе.
Специалисты говорят, это второй Чернобыль. Самая крупная после Чернобыля вот такая ситуация с такими последствиями. Ну, как бы Красный Крест не прислал, ООН там какую-то машину вроде бы заметили, но это все достаточно очень неоднозначная реакция, и никто Россию прямо, ну, мало кто ее осудил. Только позже там какой-то совещательный орган в Европе что-то выдал, какую-то резолюцию. Но украинцы и украинская власть были в какой-то мере разочарованы. Я не хочу задавать вам вопрос, там, кто взорвал Каховскую ГЭС, потому что аналитики совершенно разные доводы высказывают, кому, мол, выгодно, кому невыгодно, зачем это. Но есть еще одна очень экзотическая точка зрения, что это выглядит как некое предупреждение. Предупреждение. Но вот только кто кому послал сигнал, мало понятно. Смотрите, Александр, давайте немножко разберем ваш вопрос на несколько кейсов. Первый кейс. Кто взорвал Каховскую ГЭС? Вот посмотрите, когда начиналась война, то есть агрессия России против Украины, условно, на каком-то этапе взорвали вот эти газопроводы. Все сказали Россия. Окей. Сейчас почему пишут? А возможно, это украинцы. А ведь мы их предупреждали. Даже называют фамилию. То есть Залужный там свои какие-то интриги строил и так далее. Какая парадигма изменилась? Первый вопрос. Второй вопрос. Почему такое холодное отношение или бесчеловечное отношение к Украине, когда у нее, как вы говорите, техногенное, так скажем, несчастье? Я хочу объяснить в обоих этих случаях, почему я их привел. Право сильного на Западе, он сам будет назначать, кто виноватый, даже если вы не виноваты, даже если вы правы. Мы 30 лет в Карабахе, Совет Безопасности ООН принял решение, что Армения должна вывести свои оккупационные силы с территории Азербайджана. Мы 30 лет этого не смогли сделать, потому что у нас не было силы. А тот, кто голосовал, что должен вывести, он не обязал виноватого вывести войска. Это не совпадало с его интересами. То есть даже решение в вашу пользу, это не значит, что они за вас. Вы сами, ваша сила должна победить. Вы сами это должны сделать. Теперь второе. Когда вашу элиту это расстроило, разочаровало, это ее поражение. Она не смогла нормально выстроить свои международные связи, дипломатические отношения. Украинская политика последние 15 лет, она ситуативная. То есть элита работает по ситуации. Я повторюсь, я уже говорил в интервью ранее, что, предположим, Франция вам что-то предлагает, вы ее любите, получаете ордена от Франции, а потом она вечером звонит в Кремль, вы обижаетесь. Я имею в виду про элиту, конечно, говорю. Италия что-то вам передаст, Словения, Чехия, вы сразу становитесь друзьями. А вот когда их интересы становятся выше, чем ваши, вы говорите, что они предатели. Так это ваш минус. Все страны, все народы, даже бизнес печется о своем интересе. Поэтому, когда вы не можете выстраивать взаимозависимые, вот смотрите, мы отбросим всю эту геополитику. Какие интересы у Азербайджана, исламской шиитской страны, с иудейским государством Израиля? И мы стратегические союзники. Ранее 60% нефти Израиля получал из Баку. Сейчас это 40%. В обмен мы получали то, что нам нужно для защиты суверенитета страны, то есть военное оборудование. Это взаимозависимость. Создайте такую систему. И везде Израиль за нас выступает. И мы за Израиль выступаем. Не нужно думать утром у Израиля просить системы ПВО, а вечером голосовать против Израиля. У вас никогда не будет даже союзников. Нет столько нефти, сказать, Фикрет. Нет, можно не нефтью торговать, можно хотя бы, грубо говоря, создать условия, когда евреи вложатся в вашу экономику, в вашу политику. А для этого есть несколько инструментов. Ваше правительство знает, я некоторым представителям вашей власти, в том числе МИДа, говорил, что можно сделать. И это решаемо. Это не без нагрузки на экономику, на ваш военный потенциал. С израильтянами можно создать систему сближения. Но нет внятной политики Украины. Она утром с Иваном, вечером с болваном. С таким партнером никто дела не будет иметь.
Вы можете вести бизнес с человеком, который утром вам обещает поставить продукцию, вечером ее не поставляет? Кто с ним будет больше работать? Лимит доверия потеряли. Так что я хочу сказать, что в глобальном плане по Каховке, почему мир так холодный, тут интересы поменялись. Ну и, конечно, ошибки вашего политического руководства. А интересы сейчас определяются. Садитесь за стол. Мы уже достигли своего. Ребята, садитесь за стол, замораживайтесь. А вот через год-два, когда выборы закончатся, то есть с 2025 года начнется очередная раскрутка антикитайского, то есть повышение ставок, то тогда мы подумаем. И последнее, что по Каховке и так далее. Так не договорились, повышают ставку, дорогой Александр. Повышают. Я не знаю, где она остановится. Запорожская АЭС остановится. Или каким-то ограниченным ядерным ударом по границе между, на стыке Украина-Польша, я тоже не знаю. Но повышение ставок, оно налицо. И кто осудил Россию? Никто. Кто сказал, что так делать нельзя? Никто. Сколько людей погибло? Кстати, я приношу свои соболезнования семьям погибших, потерявших своих близких, родных украинской государственности. Украине. Кто-нибудь что-нибудь сделал? Нет. Кстати, Азербайджан отправил гуманитарную помощь, там насосы, лодки, продукты питания, медикаменты. Хотя бы это отправили в Украине. Этого тоже нету. А то, Фикрет, что касается Евросоюза, так это Филькина грамота. Они в своих евросоюзовских плантациях на эти бумаги с высоты птичьего полета. Тем более для вас или для нас. Мы для Фикрет, них третья страна, мы для них рабы, понимаете? Они высшая аристократия, а мы поле для экспериментов Запада. все-таки Лукашенко сейчас носится со своими ядерными боеголовками. Говорит, только что-то будет угрожать, применю. Некоторые эксперты говорят, что это вполне вероятно развязывает руки Лукашенко. В каком смысле? Мол, раньше он петлял и вилял от предложений Путина для того, чтобы соучаствовать во вторжении в Украину, потому что, как в мультфильме, да, потому что велосипеда у него не было. А теперь, видите, велосипед у него есть. И, соответственно, непонятно тогда, чего ждать от Лукашенко, который уверен, что по одному телефонному звонку он может угрожать, соседям точно. Я не просто так задаю этот вопрос после, соответственно, Каховской ГЭС. Вроде бы как Гросси на Запорожской атомной говорит, все нормально, все там, да, критичная ситуация с уровнем воды в этом пруде охлаждения, но тем не менее все все в порядке. Прибыл туда делегация, есть там некие сообщения о том, что вполне вероятно ВСУ по обмелевшему водохранилищу будут, возможно, проще передвигаться с точки зрения захода на Запорожскую АЭС. Это достаточно, скажем так, опасный объект, и уже там звучат мнения, давайте его заглушим, мол, заглушим, не заглушим. С одной стороны, вроде как, если заглушим, то можно туда наступать. Если не заглушим, то это постоянная угроза. Но тут же соседская угроза, белорусская на севере страны, и не менее опасная, ядерная. На ваш взгляд, это каким образом меняет расклад? Давайте я немножко от простого к сложному. Если мы говорим об организации МАГАТЭ и ее руководителей. Ее руководитель руководил комитетом в правительстве Аргентины по сотрудничеству с Ватиканом. Это первое. После этого он получил назначение МАГАТЭ. Дальше. После энергетического кризиса 2011 года большие инвестиционные деньги в качестве учредителя стала вкладывать МАГАТЭ Россия. Цифры разные, говорят, от 40 до 60% финансирования МАГАТЭ происходит за счет России. Это второе. Теперь, с прошлого года, я даже не знал вот эти события, которые вы сейчас мне обрисовываете. С прошлого года, в августе, я сказал, что Украине по логике развития войны, учитывая все ее возможности, ресурсы и той политической, международной или кабале наднациональных структур, в которые попала Украина,
у нее выхода нет. Или она должна смириться с потерей своих земель, или по ней нанесут ядерный удар. Если помните, с прошлого года в августе. Последний раз, через месяц назад, я назвал дату 17 июля. Она плавающая дата. Это мои расчеты. Хотя, по моим расчетам, она должна была быть в начале июля. Почему я ее немного передвинул? Потому что правительство России и правительство Беларуси заявило, что только к началу июля будет готова шахта, и мы получим вот эти ядерные боеголовки. Что касается по одному звонку. Я думаю, что по одному звонку, по одному звонку это невозможно. И этот вопрос, он нерешаемый. Почему? Потому что та система вертикали принятия решений, даже Путин не может отдать приказ. Там другая вертикаль принятия решений. И я думаю, что то, что озвучивает Лукашенко, это четкий месседж против того плана, который навязывает России. То есть победа Украины до определенных границ. И они говорят, что мы с вашим планом не согласны. Плана которого не знаем ни мы, ни украинцы. Он секретный. И вот чтобы не навязывали России этот план, выпустили вот эту прокламацию господина Лукашенко, что сказал, вот в любом случае мы нанесем удар. Это вопрос не по Украине, это вопрос не по Польше, это вопрос по тем секретным переговорам или тем документам, которые лежат у них на столе, где они считают, что они в проигрышном положении. Поэтому они говорят, не доводите до лиха. Будет ли это Запорожская атомная станция или будет ли ядерный удар ограниченного направления, я не могу сказать. Но я думаю, что Китай отказался, он выжидает, кто же победит, Россия или Украина, или Ватикан или Саксы. Помните, я все время рассказывал, что они не думают, как мы. Они не думают, что белые и черные. Они всегда над схваткой. Они ждут, когда кто-то кого-то добьет, потом они спускаются и забирают обоих. Они вот этой политикой сейчас и занимаются. Они выжидают. В этой битве в Европе Украина и Саксонский мир, то есть Ватикан, кто же победит. Поэтому Путин, Лукашенко, Медведев, еще много вот таких серьезных сливных бачков, которые открытым текстом угрожают. Тут бедной Украине терять нечего, и ей угрожать не нужно. Это вопрос к тем, кто навязывает новые условия мира России. И Россия не откажется. Если кто-то думает, что Россия откажется, она не откажется. Принцип заложен в заявлении Путина, что если не будет Украины, то не будет России. Или Украина с нами, или ее не будет. Это раз. Во-вторых, самая такая, я считаю, для лидера государства, для официального статуса, фраза, что если не будет мира, зачем он нам такой нужен, это говорит о серьезных вызовах мировой политики. И заявление такого плана не делается потому, что, как у вас оценивают, он сошел с ума, он псих. Нет. То, что у него проблемы с здоровьем, на него влияют, это да, оказывает влияние. Но разница в том, что он не пришел, я не хочу никого обидеть, просто хочу показать карьерный рост каждого человека. Он системный политик. И он не пришел с улицы. Он четко понимает, как работают структуры или схемы. Ну, например, примет он решение нанести удар, отдаст команду. Так ведь вокруг него такие же люди из такой же элиты, я имею в виду из конторы, из ФСБ, которые понимают, что за этим ударом последует обратный. А ведь они жить хотят. И еще неизвестно, этот удар будет, не будет, что будет с самим Путиным. Там много догадок, и он тоже это рассматривает. Потому что политика – это не дружба, это не любовь. Политика – это система сдержек и противовесов, и в которой каждый думает сперва о себе, а потом о системе. Так вот, нет этой уверенности после Каховской ГЭС, что будет какой-то ответ. А сейчас какой должен быть ответ? Каховская ГЭС – это трагедия Украины. Но это не трагедия Франции и Германии. Это не трагедия Лондона и Вашингтона. И тем более Пекина. Страдаете вы? Но пока они не страдают. Пока это не затрагивает их интересы. Турецкий газопровод, вот южную нитку, взорвут? Вы знаете,
Разница между восточным миром и западным европейским миром в том, что система на Западе, она работает по-другому. Там кланы и группы политические, они принимают коллегиальное решение, но не всегда это приносит в пользу народам или государствам, которые живут на этой территории. И здесь ключевая фраза является роль личности в политике. На Востоке роль личности в политике, она выпячивается на передний план. И в случае с президентом Азербайджана, с президентом Турции, это тот исторический кластер, когда этим территориям, этим государствам повезло. Почему? Они умеют балансировать не ради личных интересов, а ради национальных интересов. И в данном случае Турция умеет балансировать между угрозой нанесения удара по газопроводу, и она очень хорошо договаривается с Западом, в частности с Америкой. Предположим, в прежнем ее правительстве было несколько министров, которые делали достаточно резкие заявления, даже резкие, чем на улице ребята говорят, резкие заявления против США. Сейчас появились проблемы в экономике Турции. Президент Эрдоган сменил этих министров и привел тех, которые или на Западе работают, или являлись частью западного мира. Например, председатель Центрального банка Турции. То есть я хочу объяснить, что он это договаривается. Второй вопрос. Вопрос Швеции очень стратегически важен для НАТО, чтобы сделать Балтийское море натовским. Турция спрашивает, вы мне дадите F-16? Америка не дает. Турция спрашивает, зачем вы пичкаете Грецию самолетами F-35? Против кого ее готовите? Понимаете? Она печется о своих национальных интересах. Я думаю, что именно вот эта политика не пророссийская, не проамериканская, не проевропейская, а протурецкая национальная, она дает возможность, она устраивает всех. И я не думаю, кому-то и России, и Ватикану, и Вашингтону выгодно уничтожать эту площадку в плане того, что через Турцию можно решать много вопросов. И последний элемент. Для тех, кто дипломат и разбирается в дипломатии. Впервые в мировой дипломатической практике новый министр иностранных дел Турции получил поздравительную телеграмму от главы секретной службы Великобритании. Понимаете? Это месседж, и его публично говорят, это месседж, что мы будем работать с Турцией, то есть с Аксой. Мы их союзники. И мы выбрали в этом регионе, и в Черноморском регионе, и в восточной политике себе партнера Турцию. Поэтому Украина могла быть в 2 раза больше и лучше, я имею в виду в политическом плане, как Турция, если во главу угла ставились бы только и только национальные интересы Украины, а не рабское следование корпоративным интересам Кремля, Берлина, Парижа, Вашингтона и даже того же самого Лондона. Вы бы смогли уберечь себя от войны и стать вот этим модератором или Швейцарии 41-45 годов, когда у вас войны нету, у вас спокойно, все деньги через вас проходят, ваш народ сыт, в безопасности и живет достаточно. Это было решаемо. Не было необходимости по чьим-то звонкам нагнетать обстановку. Я не говорю о том, что вам не нужно было вступать в НАТО. Это ваш выбор. Но все это нужно было делать дипломатически. Как? Азербайджан перенял всю систему НАТО в своем Министерстве обороны. Он установил систему НАТО, но он называет так. Мы сделали модель турецкой армии. Турецкая армия – это НАТО. Но мы не говорим, что мы уходим в НАТО. Мы не говорим, что мы станем частью НАТО. Вам нужно было говорить, предположим, в Турцию. Кто для вас близок из стран НАТО? Например, Прага или Польша. Мы будем делать польскую модель армии. Вы бы то есть вы бы подготовили фундамент, когда вот эта бумажка, что вы часть НАТО, она уже ничего бы не решала. Вы практически были бы частью НАТО. Я хочу сказать, что вам нужно выстраивать концепцию на 100 лет. Нельзя жить, управлять страной ситуативно, дорогой Александр. Это трагедия. Когда поступают так со страной, поверьте, ее грабят, ее насилуют, ее убивают, кому не лень. Даже слабее в 2 раза, чем вы сами есть. Это аксиома политики. Вы несколько раз приводили пример Турции и Азербайджана, но все-таки президенты этих стран, как там, родственники, да? Пускай не, скажем так, далекие, но родственники.
между собой, поэтому здесь очень все похоже. Очень коротко откомментируйте вот эту такую интересную ситуацию, совпадение, что ли. Нью-Йорк Таймс публикует пункты сделки между США и Ираном. Что имеется в виду? Ну, у вас там ядерная программа, до 60% обогащенный уран, ну, там целый список требований к Ирану, что он не должен делать, в том числе и поставлять ракеты Российской Федерации. Что будет делать США для Ирана, тоже выписано, да, и отдельным пунктом есть там обмен ирано-американских заключенных в обмен на то, чтобы разблокировать миллиардные счета, средства, но в гуманитарных целях для Ирана. И вот вроде бы как торги, понятно, об этой сделке говорили уже неоднократно, США, Иран возобновляют вот эти контакты, переговоры. Раиси летит в Латинскую Америку, президент Ирана. Но здесь очень интересный момент всплыл. Армения дает добро на коридор из Турции, ну, Турция, Азербайджан. Азербайджан, понятно, да, даже несмотря на напряженность вот эту, тем не менее. Вопрос стопорится в Иране. Совпадение это, Фикрет? Ну, сперва отвечу на то, что вы говорите президент и родственники. Я думаю, что это немножко некорректная, ну, далека от истинной информация. Хотя бы потому, что когда у нас была война первая Карабахская, мы от турков один гражданский вертолет не могли получить, чтобы вывести своих беженцев. Отношения определяются не потому, что мы родственники или мы близкие народы. Отношения взаимозависимые должны выстраиваться. А вот то, что мы близки по языку, по культуре, это просто прекрасная, так скажем, прекрасный накрытый стол, не более. Я это хочу сказать. Так вы можете поступить с Польшей, с Чехией, со своими славянскими народами, которые часть Евросоюза, часть НАТО. То есть вы должны были это выстраивать. Вы крупная, сильная, и у вас IQ народа на высоком этапе, уровне развития. Вы должны были это выстраивать. Я не знаю, почему вы прошляпали такую страну. Я считаю, что вы ее прошляпали. Теперь, что касается Ирана. Готовится большая ближневосточная война. И проблема в Иране именно в этом заключается. Дело в том, что президент Турции выдвинул на государственные важные посты лиц курдской национальности. Вице-президентом Турции сейчас стал курд. Глава министра финансов и казначейства по национальности курд. Директор Центрального банка по национальности курдянка. Эти месседжи о чем? Это месседжи о том, что мы готовимся. В чем заключается соглашение между Вашингтоном и Анкарой? Это в будущей войне против Ирана. И вот здесь курдский фактор, и в том числе иранские азербайджанцы, тюркский фактор должен решать одну из ключевых задач по децентрализации Ирана. И у Азербайджана нет этих ресурсов, которые есть у Турции. У Турции есть юридическая база, что она член НАТО. В городе Дьярбакыр расположен до 50 ядерных боеголовок США. То есть там военная база НАТО. Мы все должны отдавать отчет к чему. Ведь Эрдоган прекрасно знал и год назад, что Иран противится этому. Почему сделали сейчас заявление? То есть указали, кто виноват. Что касается Пашиняна, я думаю, что сейчас он пытается и руками, и ногами вести борьбу за сохранение. Может быть, многим это не понравится, но я говорю о проекте 10-20 лет за сохранение армянской государственности. Не за сохранение каких-то границ или там договоров с Турцией, с Азербайджаном, нет, за сохранение армянской государственности. И вот то, что ей не дают нормально нормализовать отношения, в чем сейчас очень сильно и Азербайджану, и Турции, и самой Армении помогает Вашингтон, не дает это Ватикан, Франция, которая пичкает оружие. Не дает это Индия, которая пичкает оружие. И Франция, и Индия поставляют вооружение через территорию Ирана. То есть мы с вами должны понимать, что за значение. Что касается разблокировки каких-то денег. Ну, разблокировали они в Ираке 2, с чем-то миллиардов долларов. Куда эти ушли деньги? Они ушли за счет долга. Они просто ушли в долг. Этими деньгами расплатили за долги Ирана, не более. Иранцы денег не получили. Они их и не получат. А то, что говорим о переговорах, ну, смотрите, американская дипломатия, она очень самая такая
в моем понимании, одна из лучших. Почему? Она ведет со всеми ветвями Ирана власти переговоры. Вот, например, в Иране есть самый влиятельный клан Лариджани. А этот клан из 5 братьев. То есть кто-то возглавлял иранскую атомную промышленность, кто-то был спикером парламента, кто-то был министром юстиции. Это вот такой клан. У них мама польская еврейка. Они с ними ведут переговоры. Есть другая группировка людей, предположим, которые ведут определенную группу. Это группы, которые влияют на власть. Я думаю, что со всеми сторонами этой власти они ведут переговоры. Но ведут переговоры не о том, что разблокируем, вы перестаньте. Вот эта ядерная игрушка, это все балалайка. Это причина. Главное, или вы сами создадите условия, то есть через гражданское внутреннее, так скажем, противоречие вы распадетесь, но бескровно. Или это будут через прокси поджигать, ну, например, иракский Курдистан, курдов поджигать, Турция будет помогать курдам, и в том числе южным азербайджанцам. Но Израиль, как обычно, технологически прикроет всю эту операцию. Но на Иран никогда нельзя нападать, на империи нельзя нападать. Их можно разрушить только изнутри. И сейчас в Иране стагнирующая инфляция. Сыр, который стоил буквально 2 дня назад, ну, ихними деньгами говорю, 60 тысяч, за 3 дня стал стоить 75 тысяч. И это не предел. У них ежедневно, то есть в 3 дня, в 5 дней, на основные продукты питания цены повышаются от 8 до 20%. И это растет. Это где-то лопнет. Это хочу сказать. Интересно. Но все-таки давайте вернемся к Украине. Вы несколько раз отметили роль Ватикана, противостояние Ватикана и англосаксов. Фикрет. Я спрошу прямо, тем и интересна наша беседа. Заморозка, если она случается, крови будет не меньше, чем во время активной фазы войны? Я думаю, что если заморозка будет, она будет в форме, знаете, вот тлеющего угля. Стычки по периметру, там ежедневные обстрелы. Ну, у вас это, простите, у вас это было с 2014 года. Сейчас Ватикан настаивает на замораживании. Но если раньше саксы были против, сейчас они, ну, хотите, да, пожалуйста, мы не против. Им нужно, чтобы вы заморозили. Но нужно, чтобы кто-то взял на себя обязательство, что заморозит, будет гарантором этого и согласует и с Россией, и с Украиной. Как это бумерангом вернется и в Россию, в Украину, американцы знают. Что будет с вашими и с российскими политическими элитами. Так вот, они этого ждут. Потому что потом начнется переформатирование или подготовки и Украины, и России к 2026 году. Интересно. Ввиду этого, нужно ли менять условно власть до заморозки? Потому что, и это касается и Украины, и Российской Федерации. Почему? Потому что мы неоднократно видим Зеленского, который заявляет, что никакого перемирия быть не может, и вообще, ну, как бы выступать за перемирие в нашей стране фактически противозаконно. Ну, вот фактически. Юридически, конечно, нет, но фактически да. И в России мы смотрим на Путина, который там сел с военкорами попить чаю, и он тоже, скажем так, настроен воинственно, говорит, что есть там планы, вот мы так хотели, чтобы они наступали через Днепр, но они подорвали, ну, как считает Россия, да, подорвали Каховскую ГЭС. Кто вообще вот та сила, которая сейчас способна усадить за стол переговоров, даже не за один стол, а за 2 разных стола, об одном и том же, Путина и Зеленского? Те, кто привели их к власти. Это одни и те же люди? Я думаю, что сейчас это уже одни и те же люди. Раньше были руки одного тела, но разные руки. Теперь это одни и те же люди. То есть, как вам сказать, я не могу сказать слово «согласовали», но, в принципе, обе руки сказали: окей, надо замораживать. Одна рука не будет вам давать финансирование, вооружение, причин много найдет.
Сколько раз вам врали, что вам дадут самолеты через 2-3 месяца? Где эти самолеты? Сколько вам врали, что вот-вот подготовят ваших пилотов? Но самое глупое, то, что можно было придумать, это а где будут самолеты размещаться? В Польше она станет же мишенью автоматически. Об этом говорят русские. В Украине этих ресурсов нету. Дело не в летчиках. Вы можете летчика нанять. Сколько пенсионеров на Западе, они готовы за деньги воевать. Это их хлеб. И даже если вы будете платить по двойному тарифу. Вот самое главное, ключевое наземное обслуживание, у вас же этих возможностей нету. То есть вас опять продолжают болванить. Простите за эту фразу. Вами продолжают, так скажем, манипулировать. И вся проблема в том, что эти манипуляторы, обслуживающие разные углы, они находятся и в России, и в Украине. Но смотрите, есть, если у нас есть буквально несколько минут, я вам кое-что зачитаю. То есть, как сказать, процитирую точнее. Есть в России такая группировка, они называются методологами. Они есть и в Украине. Так вот, эта секта методологов, это члены новой восточной технократической ложи, то есть ложи посвященных. И основателем этой идеологии является Щедровицкий. В России сейчас главным методологом является Кириенко. Вот именно методологи являются основателями идеи русского мира. А теперь посмотрите в социальных сетях, в Википедии, в поисковике, кто такие методологи. Если они в Украине, почему украинские методологи на себя одели рубашку национал-патриота, тыкают тем людям, которые не говорят, как им нужно, называя их обслуживающим кремлевскими консервами, работают по кремлевским методичкам. У меня всегда нескромный вопрос. Вот вы, украинцы, вы говорите, что кто-то кремлевский. Откуда у вас знание, что он работает по кремлевским методичкам? Следующий вопрос. Методолог Ходорковский. Да, следующий вопрос. Большая элита Украины, кстати, я вам даже еще одну вещь скажу. Сурков, Володин, Мизулина, Кургинян. Почему я называю фамилию Кургинян? Ведь он же недавно что сказал? Он сказал, задачи СВО не будут полностью выполнены, если мы не заберем Николаев и Одессу. Это методологи. И самое главное во всей этой кухне методологов, мы с вами должны понять одну вещь, которую озвучил, я не хочу для рекламы говорить, но после эфира могу назвать фамилию. Очень достаточно серьезный, публичный человек в России заявил, сейчас начался процесс раздела наследия Путина. И в этой войне участвуют две силы. Одна сила Шойгу, то есть Ватикан, так как он имеет Мальтийский орден, расформированный Ватиканом, но Мальтийский орден имеет. И вторая сила, наследники, методологи. Именно методологи создали теорию Новороссия, именно методологи создали теорию захвата Украины, агрессии против Украины и так далее, и так далее. Пока эти методологи и обслуживающие их в украинском медиапространстве люди болванят украинского общества, вы не выберетесь из этой ямы. То есть они не дают вам определить ваши национальные интересы. Посмотрите эти люди к этим людям, к Ходорковским, к другим. Кто уходит? Кто пропагандирует? Вам всучивали идею, через 3 месяца Путин умрет. Что он умер? Вам всучивали идею, что хороший русский, плохой русский. Вы нашли, как разделить? Вот в окопах как солдат разделить, кто хороший, кто плохой? Вам всучили идею, придумали, что РПЦ это все славяне плохие. Нужно, в общем, с ним заканчивать. Вам всучили идею, что мы защищаем русский язык. Появились вот эти патриоты, в кавычках, которые указывают, кто-то работает по кремлевской методичке. Я хочу объяснить. Они целенаправленно разделяют, расщепляют украинское общество, чтобы оно было не монолитным, чтобы оно не могло оказать навязанными им условия мира, перемирия. Я не знаю, тому беспределу, который в отношении можно вас допустить через Международный валютный фонд и так далее, и так далее. Они уничтожают вашу сопротивляемость. Почему? Они делят вас на общество, на улицы и на дома. Методологи, ну, принято так считать, ниточки же от них ведут к англосаксам. Они ведут к Щедровицкому.
И у англосаксов был Зиновьев, которого я все время рекомендую читать. Почему? Потому что он написал книгу «Запад», в которой он показал, как работает западная система. И вот Щедровицкий, будучи в этой компании, был не согласен с теорией, которую предлагает Зиновьев и, как вы сказали, англосаксы. Он, получив знания, ушел и создал свою школу. Школу, в основу которой он положил идею русского мира. Я думаю, что она культивирована, разработана в больших кабинетах ФБР и ФСБ и службы внешней разведки. Кстати, сын Щедровицкого был заместителем Кириенко. Кириенко ему создал какое-то, не знаю, учреждение, там, не знаю, в общем, исследования и так далее, и так далее. То есть мы с вами должны понять, это что за система. Что касается саксов, саксы прекрасно, вот, получив урок своей империи, когда они скатились до уровня островного государства, они для себя выяснили одну вещь. Нельзя самому участвовать в бойне. Нельзя самому участвовать в управлении территориями. Для этого достаточно система англосаксонская, для этого достаточно организации, ложи, рыцарские ордена, какие-то закрытые НПО. Разницы нету. Через моделирование управления вот этими организациями можно управлять территориями. Но это не значит, что вы мои. Я вам деньги, вы мне служите. Вот и все. То есть завтра вы не отвечаете моим стандартам, я вас заменяю или сливаю. Так же произошло и с господином, значит, Щедровицким. И вот я думаю, что какие-то внутренние противоречия привели его к тому, что ему сказали: создай идеологию русского мира. Вот он ее создал. Кто Это, ездит на оккупированные территории? да, Кириенко. да. Почему? Кто создавал вот эту ахинею ЛНР, ДНР? Сурков. Мы должны понимать, что за персонали. Мы говорим, да, он там министр, ему поручили. Не так. Вы знаете, как работает в системе власти? Ты приходишь с инициативой, говорит, вот ты пришел, тебе и отвечать, иди делай. Вот и все. Они выполняют то, что они принесли, то, что они хотят продвинуть. Но это не желание Фикрета и Александра. Это желание системы, корпорации, конструкции. Это силы, которые находятся внутри государства. Сейчас Россия, большая империя, докатилась до того, что дележ наследства Путина осталось двум силам. Ватикану — это Шойгу, и методологам. Это Кириенко и всем связанным с ним людьми. Где Патрушев? Почему вас все время обманывают, манипулируют? Вот эти люди – это деньги. Это люди – это внешние связи. Это означает не только деньги внешней связи, международная организация, которая будет работать конкретно с Александром, с Фикретом или с организациями, которые представляют. Они их будут культивировать, они их будут мотивировать, снабжать деньгами, снабжать разведывательной информацией, убирать неугодных и так далее, и так далее. Так и работает система. Они создают искусственно твою силу во власти, и тогда через тебя притворяют свою политику. Тогда у нас двойное противостояние. Точнее, ну как, если раньше, да, вот там во время, когда мы встречались раньше, Ватикан противостоял условно саксам, да, мир, война, или как воевать дальше, Да. то сейчас получается, что Ватикан противостоит методологам. Так методологи не собираются замораживать войну. Нет, как раз Ватикан не противостоит методологам. Методологи выполняют политику Ватикана по выбиванию интересов саксов как в России, так и в Украине. А как только вы попытались стать, условно говоря, сесть на третий, пятый стул саксонский, они из-под вас его выбили войной. И вот тут воспользовались саксы. Они выжидают, как китайцы. Саксы научились китайскому опыту выжидания. Они забирают потом все. Я написал работу, и я написал ее, заглавил так: «Искусство сакса быть выше битвы, быть выше сражений, и потом забирать обоих, и проигравшего, и победителя, потому что победитель обессилен, его можно спокойно забрать». Вы где видели, чтобы английские солдаты участвовали в вашей войне? И кто отталкивал американцев: дайте украинцам деньги, оружие? Саксы. Вы видели, чтобы Путин говорил? Последний месяц они начали говорить. Но вот по 1 год. Вы слышали бы, чтобы какой-нибудь там, сумасшедший
спущенной декларации говорит, мы нанесем удар по Лондону. Это последний месяц начался. Почему год не говорит? По Вашингтону нанесем. Я не знаю, по каким-то другим. Но по Лондону никто же не говорит. То есть я хочу сказать, что, кстати, в Кремле нужно понимать, есть еще разные башни. Она не монолитна. Мы, например, в Карабахе это чувствуем. Одна башня говорит, да, ребята, договаривайтесь, будем торговать, коридор Зангезурский делать, и другая башня говорит, нет, сегодня начинаются перестрелки ночью. И мы с этим тоже сталкиваемся. Вы еще должны понять, что внутри самой России происходит. И падение колоса на глиняных ногах, оно аукнется и по нам, и по вас. Теперь вопрос, как обезопасить себя, когда вот этот колос будет падать, чтобы не пришлось тяжело ни вам, ни нам. Ну, в плане беженцев, экономические проблемы, там, например, какие социальные выплаты, система здравоохранения, их нужно в школу устраивать. Это нагрузка на бюджет и на государство. А там 140 миллионов. У нас Это, свои кавказцы, у вас свои славяне. Так что думайте? это действительно очень интересно, что мы зашли вот в эту тему методологов, ну как, что дошли, собственно, до нее. А, Так ключ вот там лежит, да, вот как это, Кощеева игла, да, вот это, она там, в этой, ну, условно, ну, как называют сектой просто, да, вот по незнанию, ну, Да. давайте так, клубе, да, давайте назовем таким словом. Так, Кощеева игла войны в клубе методологов, вот именно сейчас, как вам кажется? Нет, я думаю, что методологи, если они публичные, они просто инструмент или какой-то, не знаю, отряд, который выполняет задание. Кощеева игла лежит в Ватикане. Вы ватикановская страна. Вам нигде мира не надо искать. И сейчас с большим удовольствием вы видите, как себя ведут по отношению к вам НАТО. Что заявлял? Украине дадим мир, какие-то, не знаю, дорожную карту. Что сейчас говорят? Пока там война, мы не можем ее принять. Что же сменилось? Какие акценты появились? А НАТО – это США. Что сейчас говорит Марк Милли? Что сейчас начали говорить в Конгрессе США, и в том числе демократы? То есть вы должны понять, они все прекрасно знают, грубо говоря, кто куда встроен. И поэтому сейчас говорят, слушай, твое забирай. Забирай и создавай мир, если тебе он нужен. Мне не нужен, я уже свои задачи выполнил. А вот ты его заморозишь, окей, ты будешь замораживать. Они знают, что будут внутри и России, и Украины. Вот тогда они опять прилетят и будут формировать свою новую власть с расчетом на продолжение или новое раскочегаривание войны уже с 26 года. В мире идет не просто плохой, хороший, черный, белый. Идет борьба за выживание. Мы в 21 веке. И ресурсы мира заканчиваются. Вот смотрите, даже в Суэцком канале уже тяжелые корабли стали непропускными, потому что озеро, которое снабжает Суэцкий канал водой, стало высыхать. С 30-го года сегодня уже стали появляться публикации, а я год назад об этом говорил, что Среднюю Азию ждет война за ресурсы, то есть за воду. Уже стали публикации так и называться «Вода будет стоить больше, чем нефть». Мы на пороге этого, и вы же ведь сильная нация, или сильная группа наций, или панрегионы. Вопрос сейчас об этом, а не о границах Азербайджана или Украины, а не о том, что украинцы плохие, азербайджанцы хорошие. Не так стоит вопрос. Вопрос стоит о сырье, о выживании на земном шаре, или кто будет контролировать систему. Мы покупаем, вот тонну, предположим, зерна выращиваем, или килограмм муки сколько стоит. Возьмите килограмм муки и посмотрите, сколько стоит один iPhone. Вот неравноправие. Посмотрите, сколько стоит, предположим, одна корова, которую с трудом выращиваешь, и Мерседес. Мы технологически отстаем. И поэтому сейчас они выполняют свои планы. Кто технологически будет хозяином мира? Кому достанутся ресурсы воды? Кому достанутся ресурсы продуктов питания? Вот если нет воды, не будет кукурузы, не будет зерна, а значит не будет муки, не будет масла. И как людям, человечеству питаться? Куда им податься? То есть очередное вот это в истории у нас было перемещение народов и наций по разным территориям или гуляние. Оно ждет планету. Вот в Ираке, в Иране не будет воды. Куда этот народ пойдет? Им же надо жить. Или возьмет в руки оружие, будет захватывать, потому что ему нужно выживать. Вопрос стоит сейчас так. Поэтому у саксов
проект называется «2050 год. Новый ковчег». У Ватикана он называется проект «2042 год». И вот новая энергетическая политика, экономическая, финансовая, в том числе и по доллару, о котором вы сказали, все эти программы начнутся выполняться, и Ватикан признает, и Саксы, 2030 год. А вот до этого периода будет колбасить Кавказ, Украину, Азербайджан, Армению, Ближневосточная война в Иране. Это будет проходить. Пока эти империи, которые хотят разделить мир, между собой, грубо говоря, не очертят красные линии. И мы будем страдать. Вот о чем я хотел сказать. Да, это очень интересно, я думаю, познавательно. Понятно, что, наверное, в комментариях напишут, и, ну, точно возникнет вопрос. Так Зеленский же вроде бы как отшил папу римского, а тут все равно шлет и шлет спецпредставителя, шлет и шлет спецпредставителя. Там же ж ясно дали сказать, что посредники не нужны, нужно оружие, нужна победа. А Ватикан продолжает эту игру. Но, Или, или это вы его не... не принимаете. Я считаю, что это игра в 4 руки, даже не в 2. Я считаю, что ждут, когда аукнется в Кремле, туда обещают поехать и так далее. Кстати, вам, по-моему, опять приедет этот посол Ватикана. Я могу ошибиться, но у меня такая информация прошла в средствах массовой информации. Но смотрите, Александр, X-товарищ озвучил Y товарища, на каких условиях он хочет разделить отцовский дом. Но они не соглашаются. И он говорит, больше ко мне не приходи, вот мои условия. У него выбор. Или взять в руки оружие, убить его, захватить все. Или навязать. Теперь вопрос. Если я тебе говорю, не приходи, а ты приходишь, а я тебя милостливо принимаю, но все равно озвучиваю свою позицию. Вопрос, кто из нас больной? Тот, кто принимает, или тот, кто приезжает? А вы как думаете? Я думаю, что это пасьянс в 4 руки. И я думаю, что так как он секретный, и украинское общество не знает, что в этом проекте или плане, ответ налицо. Интересный момент, да. В Кремль-то к Путину они не ездят. Он же условия свои один раз сказал. И Лукашенко про ядерную бомбу говорит. Все, он озвучил свою позицию. Всегда мир заключается за счет слабого. Не проигравшего, слабого. Но это не означает, что вы проиграли сражение, но вы проиграли войну. Мы 30 лет назад проиграли сражение, но мы работали. И вы работаете. Я хотел в завершении, конечно же, всех пригласить на телеграм-канал и ютуб-канал Фикрета Шабанова. Переходите, друзья, подписывайтесь. Давайте поддержим и канал с разными интервью, взглядами, и телеграм-канал очень интересный, новостной, с глубокой аналитикой. У меня есть финальные 2 вопроса, и они связаны. Вопрос первый. Очень интересно, и мало кто вообще обратил внимание, если честно. А за этим, вот кажется, стоит нечто глобальное. Сорос, которого недавно хоронили, передает дела своему сыну Александру. Тот уже вышел с заявлением, говорит, да, я беру там распоряжаться, по-моему, 25 миллиардов долларов, какой-то фонд. Что хочет сын Сороса? Ну, соответственно, продолжить дело Сороса, старшего. И указывает на то, что основной целью и вот эти деньги куда пойдут, 25 миллиардов, на проведение свободных выборов и борьбу с запретами абортов. Ну вот как-то прошла новость, и мало кто, собственно, обратил внимание, и каким-то образом так, ну, кто-то посмеялся, кто-то, ну, Сорос жив, все живы, все вроде бы как нормально. Но этот сам факт передачи дел сыну, ну, это вот, это свидетельство далекоидущих планов. Ну, а второй вопрос, это где-то комичное, как сегодня на Петербургском экономическом форуме, да, с искусственным интеллектом Жириновского, а где-то достаточно серьезный вопрос искусственного интеллекта и замещения людей этим искусственным интеллектом. Я бы хотел, чтобы вот из 2 этих частей, Фикрет, вы бы, ну,
если мы апеллируем там такими цифрами, там 42-й год, 50-й год, вы бы ответили на вопрос, так каким будет завтра? Сейчас борьбу за будущее ведут несколько, я их называю, несколько наднациональных групп. Они в одном правительстве, условно говоря, за одним столом. В качестве элемента я могу сказать, например, месяц назад Илон Маск был в Китае. Его принял Си Цзиньпинь. Сегодня там находится Билл Гейтс. И его завтра по протоколу примет Си Цзиньпинь. Они не принимают Блинкена, но принимают этих людей. Да. Вот. То есть я хочу сказать, что мы с вами должны понимать, менеджер Госдепартамента, генеральный секретарь или там кто-то, это не означает, что он определяет судьбу человечества. Определяют судьбу человечества или форматируют будущее. Сейчас уже на первый план вышли технологические компании. Если мы связываем Сороса, это вчерашнее. Оно, возможно, будет работать, предположим, я условно говорю, еще его поиспользуют в таких странах, как Россия, о нем помнят, возможно, Белоруссия. То есть Сорос, он не работает в странах Центральной Азии и на Кавказе. Я не имею в виду как институт. Он не прижился. Люди это не восприняли. Вот христианская или западная вот эта модель, так скажем, заказчиков проектов в Соросе сидящим и на народы, которые они проецируют, это хорошо работает в Украине, в России и в Белоруссии. Ну, где-то закрывает, где-то открывает, это вопрос времени. Вот. Я думаю, что там ничего не изменится, это прошлое, но их еще дальше используют. Сорос не является, значит, автором, а тем более даже менеджером. Он является простым исполнителем. Это человек, предположим, какая-то компания, вы ей заплатили, она выполняет то, что вы ей сказали. То есть они даже не менеджеры в вашей компании. То, что касается чипирования, мы с вами должны понять, что если раньше в мире определяли, на первом месте стояли финансовые корпорации мира, а потом промышленные корпорации. Ну вот, например, в телеграм-канале я поделился компанией BlackRock. У меня много информации о ней было. И таблицу. Предположим, Pfizer – это BlackRock. Все думали, что такое Pfizer. Pfizer – это BlackRock. И много-много вещей, связанных и в Азии и так далее. То есть мы должны понимать, что сейчас идет перегруппирование и создание таких наднациональных корпораций, как BlackRock, которые передают все финансы или корпорации в управление. Это усиление борьбы за будущий контроль власти на земном шаре. Другая корпорация, которая ведет с ними войну, то есть технологическая, она считает, что за счет труда, за счет развития интеллекта, за счет развития образования мы продвигаем развитие человечества. Вы же за счет надувания мыльных финансовых кругов обкрадываете население земного шара. Эти же считают этих, что вы создадите, так скажем, искусственный интеллект, который будет управлять человечеством, но у него не будет совести, у него не будет чувств, слез, любви. И вот эти две корпорации ведут борьбу между собой за контроль миром. Поэтому я думаю, что в данном случае то 2042-2050 год все-таки победит человек. Не победят ни финансовые корпорации, ни технологические. Они вводят нас в рабство. Например, китайский момент, 15-минутный город. Я поделился в телеграм-канале, они уже его строят. Город 15 минут. Ты дальше за пределы этого города выйти не можешь. И что получилось? Самое послушное общество Китая из философии Дао, оно не подчинилось этому. И китайцев насильно загоняют через дубинки. Но в первом поколении, может быть, нет. Второе поколение с этим не смирится. Как не смирились уйгуры, которых, в принципе, китайцы пытаются, так скажем, убить в них национальную идентичность, забрать у них язык, культуру, религию, пытаются создать смешанные браки, чтобы через смешанные браки фактически нивелировать присутствие уйгуров. Но не получается. Я считаю, мои глубокие убеждения, что наша изначальная природная сущность человека от Бога, она победит. Как говорил Путин, или человек победит, или никто не останется. Да, лучше бы, конечно, победил человек, чем Надеюсь.
чем никого бы не Хотя, осталось. хотя, дорогой Александр, ведь мы же читаем святые книги, и день, есть судный день. Да, Есть судный день. Это опять за наши деяния, а не потому, что Саша плохой или там Фикрет плохой. Это деяние Фикрета. ну, Фикрет. Ждем 17 июля. Ну, дай бог, чтобы его не было. Я готов принять все пивные банки в мой адрес, лишь бы его не было. Да, давайте, можно уже начинать ругать Фикрета Шабанова, что 17 июля не случится, или там плюс-минус эти даты, не случится ядерного удара по Украине. Давайте все прям в комментариях Или набросимся. взрыва на Запорожской атомной станции, или выбросов ядерных элементов в воздух. Не обязательно ядерный удар. Да, ну вот будем ругать по всем этим трем поводам Фикрета в комментариях, что этого не будет. И дай бог, чтобы вот так, да, словами мы вот изменили вот этот взгляд, эту реальность, и действительно этого всего не было. Ну, тут же как бы совпадение, да. Снова совпадение. Да, Выходит Лавров, да. говорит, до 17 июля зерновая сделка. А Если вы, Одессу утюжат сейчас, да, аммиакопровод взорвали. Ну, до 17 июля. Откуда у него это 17 июля? ну, точно не я подсказал. Фикрет Шабанов был моим собеседником сегодня. Фикрет, спасибо вам большое за ваше время и ваши мысли. Спасибо, Александр. Хорошего вам вечера. И ставьте лайки, поддерживайте, продвигайте канал Саши. Все-таки то, что полезно для украинского общества в плане разных мнений, векторов мыслей, оно помогает формировать свою национальную идею. Мы тоже через это прошли. И вы пройдете. Когда пройдете через вот эти трудности, вы закалитесь как сталь, и я верю, что вы будете сильной страной. Да, друзья, а я верю в то, что вы обязательно подпишитесь на телеграм-канал Фикрета, на мой телеграм-канал, на ютубы тоже подписывайтесь, все ссылки в описании. Берегите себя и друг друга. Всем добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.